Когда новенькая девочка вошла в школьную столовую, она на мгновение замерла у дверей, словно не решаясь сделать следующий шаг. Свежая форма сидела на ней немного свободно, большие очки делали взгляд особенно тревожным, а поднос она держала так крепко, будто боялась уронить его от одного неверного движения. Большинство учеников едва заметили ее появление. Но не Кирилл, тот самый парень, который привык быть центром внимания. Он сидел с компанией, смеялся громче всех и чувствовал себя хозяином зала. Его опасались не за силу, а за жестокость и полное отсутствие границ. Для него любой новенький был возможностью самоутвердиться. Когда девочка проходила мимо, он нарочно вытянул ногу. Поднос качнулся, время будто остановилось. Но девочка чудом удержалась, не пролив ни капли. Несколько нервных смешков раздалось в зале. Кирилла это лишь разозлило. Он встал и перегородил ей путь. Она молчала, глядя в пол, пытаясь обойти его. Это молчание задело его сильнее любых слов. Тогда он резко ударил ладонью по подносу. Тарелки загремели, компот разлился по полу, и столовая погрузилась в тишину. Кирилл ждал слез. Но девочка просто застыла, словно отключилась от происходящего. И в этот момент за его спиной раздались уверенные шаги. Это был Илья, старшеклассник, о котором говорили редко, но которого уважали все. Он не кричал, не угрожал, просто встал напротив. Его спокойствие давило сильнее любого крика. «Смешно?» — тихо спросил он. Кирилл попытался огрызнуться, но голос дрогнул. Илья сделал шаг вперед, и Кирилл невольно отступил прямо в лужу компота. Подошва скользнула, и он неловко рухнул на пол. Смеха не было. Даже друзья отодвинулись, делая вид, что это не их дело. Кирилл почувствовал не столько боль, сколько стыд, горячий, разъедающий. Слезы подступили сами собой. Илья не смеялся. Он просто смотрел. «Вот так выглядит сила», — спокойно сказал он. «Бить того, кто не может ответить». Девочка тем временем тихо наклонилась и подняла ложку. Она не жаловалась, не смотрела на Кирилла. Именно это молчание стало для него самым тяжелым ударом. Илья поднял поднос и протянул ей. Она поблагодарила шепотом. Потом неожиданно подошла к Кириллу и протянула салфетку, без упреков, без слов. Он взял ее дрожащей рукой. Впервые за долгое время ему нечем было прикрыться, ни бравадой, ни злостью. Илья сделал шаг назад, давая ему выбор. «Встанешь сам», — тихо сказал он, — «или подождешь, пока это станет видео в сети». Кирилл медленно поднялся. Неловко, без показной уверенности. В этот момент он понял, сегодняшний день он запомнит навсегда. Возможно, именно с него и начнется момент, когда он перестанет быть тем, кем привык казаться.